Всему когда-нибудь приходит конец, и на этот раз он пришел моей USB батарейке на базе никель-металл-гидридного аккумулятора. Если кто не в курсе, то это обычный металлогидридный аккумулятор на 1,2 вольта, который можно использовать вместо пальчиковой батарейки. Аккумулятор заряжается от USB 5 вольт, а затем разъем закрывается колпачком, и все это устройство превращается в заменитель батарейки. Данный экземпляр много лет использовался в беспроводной мышке. За несколько лет своего использования аккумулятор сильно потерял свою емкость, и его заряда хватало ненадолго. Затем года 3 он полежал у меня в столе и совсем засох, так как теперь не заряжается. Зато теперь не жалко его разобрать и посмотреть, что у него внутри. Под целлофановой этикеткой скрывается аккумулятор и пластмассовое основание, на котором крепится разъем USB. На корпусе аккумулятора находится минусовой полюс, и от него металлическая лента идет внутрь основания. Здесь я оторвал пластмассу от аккумулятора, она была приклеена на клею. На плюсовом контакте аккумулятора точечной сваркой была приделана вот эта лента. Внутри пластмассы под металлической частью находится плата. Несмотря на крохотный размер, на этой плате разместилось очень много радиодеталей. Тут есть резисторы, конденсатор, сигнальный светодиод, обычный диод, биполярный транзистор SS8550 и две микросхемы. Одна из них TL431, это регулируемый стабилизатор напряжения, или как еще ее называют, регулируемый стабилитрон, а вторая пятиногая микросхема с кодовой маркировкой C01B. Информации по ней в интернете я не нашел, поэтому рассказать ничего о ней не могу. Теперь посмотрю, в каком состоянии находится эта плата. Работает ли она вообще. Для этого припаял 4 провода, 2 на вход и 2 на выход. Для проверки собрал небольшую схему. С этого преобразователя на вход зарядной платы подаю 5 вольт. Этот мультиметр показывает напряжение на выходе платы. Тут 4,8 вольта. Это 2 никель-кадмиевых аккумулятора, но я буду заряжать всего один. Никель-металл-гидридный аккумулятор я у себя не нашел. По сути дела разницы нет, эти два типа аккумуляторов одинаковые по напряжению. Этот мультиметр будет показывать ток заряда, идущего с платы на аккумулятор. Сейчас от платы я отсоединю правый мультиметр и посмотрю, какое напряжение на аккумуляторе. Оно составляет 1,27 вольта. Щуп мультиметра подсоединю обратно к выходу платы. Подсоединяю щуп нижнего мультиметра к плате. Напряжение на выходе сразу падает, а ток возрастает. Напряжение на аккумуляторе возросло до 1,36 вольта, а ток заряда составляет примерно 200 мА. Это довольно неплохо. Аккумулятор емкостью 1000 мАч зарядит примерно за 5 часов. Обратите внимание, что на входе зарядной платы при 5 вольтах ток такой же, как и на выходе. Получается, в основе этой платы лежит не импульсная схема понижающего преобразователя, а линейная. Поэтому при заряде плата очень сильно нагревается. Можно даже посчитать, сколько тепла она выделяет. Если на входе 5 вольт 200 мА и на выходе 200 мА, но 1,36 вольта, то зарядная плата гасит на себе 3,64 вольта. Умножаем эту цифру на силу тока 0,2 ампера и получаем выделяемую тепловую мощность на этой зарядной плате. Она составляет 0,7 ватта. Для такой маленькой штучки цифра приличная. Даже невооруженным взглядом видно, что КПД этой схемы находится ниже Марианской впадины. При 1 ватте на входе и 300 мВт на выходе КПД получается всего 27%. Весь процесс зарядки я не стал снимать, но по окончанию заряда напряжение на аккумуляторе составило 1,41 вольта. Светодиод на плате потух, но ток заряда был все еще 50 мА. Уровень такого напряжения для такого типа аккумуляторов считается нормальным, и аккумулятор можно снимать с зарядки.
Получается, плату от такой батарейки можно использовать повторно. Из нее получится отличная зарядка для никель-кадмиевых и никель-металлгидридных аккумуляторов. На этом сегодня все. Всем пока!